Тарык назначает встречу Фериту и Сейран одновременно. Фериту он передает послание: «Откажешься от жены или от семьи?» Пишет Тарык в записке, а сам в это время встречается с Сейран. Он спрашивает у нее, почему-то отказывается от лечения и никому не говорит. «Лечения нет, у меня мало времени», — отвечает Сейран. Тарык говорит, что спасет ее. «Если ты действительно хочешь для меня что-то сделать, то держись с братом подальше от моей семьи», — сказала Сейран. Охрана забеспокоилась, и Суна пришла за Сейран. Тарык уходит, а Сейран звонит Ферит. Она говорит ему, что уже все в порядке, и спрашивает, где он был. Ферит рассказывает, что решал дела в бутике. Семья Кархан собирается в ресторане. У дверей собралась пресса, но члены семьи не дают интервью. Только лишь Ифакат сказала пару слов. «Что ты делаешь?» – спрашивает у нее Ферит. «Пытаюсь восстановить потерянную репутацию», – ответила Ифакат. Суна спрашивает у Сейран, о чем та говорила с Тарыком, и понимает, что сестра врет. Сейран говорит ей, что все расскажет, когда придет время. За столом Халис Ага говорит, что мы не знаем, кого завтра не будет за нашим столом. Но он точно знает, кому передать дела и кто первый стоит в очереди. «Сегодня мы отпразднуем мой выход на пенсию и передачу тебе дел», — говорит отец Архану. Радостный Архан произносит речь. Также он благодарит Ферита и Сейран за то, что показали ему, что такое любовь. «Спустя столько лет я снова влюбился в свою жену». Также Архан желает, чтобы спокойствие семьи никогда не нарушалось. Гюльгюн вышла в уборную, и Факат за ней. Она спрашивает, что они с Арханом проворачивают. «Ничего», — говорит Гюльгюн, — «господин стал просто благосклоннее относиться к Архану». «Глупая, ты что не видишь? Господин заканчивает с Арханом», — сказала Ифакат. А за столом тем временем Кая предлагает сказать Суне пару слов. То, о чем она говорила с сестрой по дороге. «Разве сейчас время?» — сказала Сейран Кайе. Но Хатуч велит говорить зятю, что хотел. Кая благодарит деда и дядю за то, что дали возможность почувствовать себя семьей. «Но я не хочу, чтобы мама долго была одна. Поэтому, посоветовавшись с Суною, мы решили переехать в Лондон», — говорит Кая. Хатуч похвалила Каю, а Халис отдал ему владение в Европе. Сейран говорит, что не сможет жить без сестры. Вдруг в заведении появляется полиция. Комиссар просит Ифакат проехать в участок, так как на нее поступила жалоба. Полицейский говорит, что Ифакат подозревается в деле с Фикрие. Хатидже становится нехорошо, ведь накануне именно она, скрыв номер, донесла полицию. «Если она не виновата, полиция проверит и ее отпустят», — сказала Хатуч Суне. Архан просит отца помочь Ифакат и не бросать ее так же, как и его. «Дело серьезное, пусть никто ни во что не лезет», — велит Халис.
и отправляет семью домой. Дома Ферит беспокоится за Ифакат, а Сейран думает, что та с легкостью могла бы такое сделать. И то, что ее нет в доме, придает спокойствие. Но Ферит просит Сейран не быть такой предрассудительной. Суна вспоминает слова Софета про то, что их с сестрой заберут обеих. Суна решает еще раз встретиться с Софетом. Тот безумно счастлив, получив СМС от Суны. Тарык спрашивает у Таяра, какой у него план, и просит отпустить их, чтобы они сами свели счеты. «Мне тоже должны. Мою семью разрушили», — сказал Таяр. «Наши желания сильно не отличаются. Вы хотите забрать девочек, а я их маму. Эсма без дочек жить не сможет, а вы станете моими зятьями», — сказал Таяр. Тарык спрашивает, что будет с тетей Мизиде. «Она уже старая, ворчливая. Отправим ее туда, где ты держишь другую девушку», — ответил Таяр Тарыку. Ферит, видя хорошее настроение Сейран, говорит, что хочет, чтобы она продолжала ходить к психологу. Сейран отвечает, что пока просто записалась к нему. Ферит говорит, что в следующий раз идет с ней. Сейран просит его тоже записаться. Завтра они договариваются идти вместе. Ифакат просит адвоката сделать что-нибудь, но тот говорит, что уже очень поздно, и завтра он займется этим делом. Шахмузу дозвониться не удалось. Ифакат спрашивает о Халисе и Архане. «Сейчас мы одни, и нужно полагаться на вашу невиновность», — ответил адвокат. В сомнениях от слов Ифакат Гюльгюн звонит Мизиде в надежде, что Халис с ней разобрался, и ее уже нет. Та поднимает трубку и рассказывает, что они с Халисом договорились, и он даст ей ту жизнь, которую должен. «Может быть, это его жена или ты», — сказала Мизиде. Рано утром Гюльгюн принялась за дело. Сейран старается больше провести времени с мужем. Они собираются к врачу. Асуна говорит Кае, что едет к родителям, и одна, чтобы не было такого шоу, как вчера. И я же сказал, или мы уедем из этого дома, или Абедин, говорит Кая. «А ты уверен, что я с тобой поеду?» — сказала Суна.